Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. Мы с вами нарисуем букву H, используя прямоугольники, и разберемся с панелью Layers and Masters и с панелью Elements. Начнем с самого базового. Как вы помните, в прошлом курсе мы с вами рисовали обычное светлое начертание гарнитуры журнальная рубленая GR1. Тогда это был один шрифт, поэтому все было достаточно просто, а теперь мы с вами рисуем вариативный шрифт. И для того, чтобы как-то разнообразить нашу работу, мы начнем со второго доступного нам начертания, жирное начертание журнальной рубленой GR5. Для начала давайте создадим файл проекта, в котором мы будем рисовать наши буквы. Открываем FontLab и видим примерно такое окно. Это стандартная рабочая область, в которой доступны нам базовые панели и базовые инструменты. Для того, чтобы создать новый проект, выбираем файл, New Font, либо можно нажать комбинацию клавиш Ctrl-N. Это одно и то же, поэтому разницы никакой нет. Появляется пустая заготовка с ячейками нашего будущего шрифта. Здесь представлена подборка из базовой латиницы, прописные строчные символы, цифры и стандартная пунктуация, которая представлена в большинстве шрифтов. Все ячейки серого цвета. Это говорит нам о том, что здесь пока еще не нарисовано и не создано ни одного символа. Но, по крайней мере, серый фон букв подсказывает нам, где какую букву мы будем рисовать, чтобы, разумеется, не начать рисовать букву в цифрах, там и так далее. Плюс сверху еще есть описание этих ячеек, которые нам также подсказывают, что мы с вами сейчас будем рисовать. Чтобы активировать ячейки, в которых мы будем с вами рисовать, можно сделать по любой из них двойной клик. Нажав на нее, мы видим, что она окрасилась в белый цвет. Белый цвет говорит о том, что ячейка создана, и в ней можно нарисовать какой-нибудь клип. То есть, если мы ее вот сейчас выберем, то мы увидим, что у нас создана одна ячейка. А если нам нужно нарисовать или создать несколько символов, то мы можем зажать Ctrl и выбрать несколько ячеек в любом порядке, после чего нажимаем Enter, и они точно так же создаются. Видите, они теперь тоже белого цвета. Если нам нужно создать диапазон, например, всю прописную латиницу, выбираем диапазон с зажатым шифтом от A до Z и также нажимаем Enter. Они также у нас создались. Теперь мы можем любую из них открыть и рисовать все, что нам нужно. Если нам нужно удалить некоторые из этих глифов, мы можем выбрать с зажатым Ctrl эти ячейки, либо шифтом, неважно, все как обычно, и нажать клавишу Delete. FontLab нас спросит, а что нам с этим сделать? Он покажет список, перечень тех символов, которые мы собираемся удалить, и спросит, а нужно ли нам удалить kernel классы или какие-то иные классы, в которых стоят эти буквы. Обычно здесь стоит галочка «Да». Соответственно, нас это устраивает, жмем ОК, и они удаляются. Точно так же можно с зажатым шифтом выбрать все, нажать Delete и сделать все то же самое. Можно поставить галочку, чтобы он больше нас не спрашивал, но я обычно стараюсь такие вещи оставлять на всякий случай, если случайно что-то я соберусь удалить. Вот, нажимаем ОК, удаляем все лишнее. Так как мы сейчас рисуем букву H, я создам ее, и нам пока будет достаточно одной буквы в этом шрифте. Кликаем по созданной ячейке буквы H, и открывается окно редактирования буквы. Это окно Glyph Window. В нем мы можем нарисовать контур нашей буквы и сделать различные операции. В общем, это поле, в котором мы производим работу над буквой. Для того, чтобы понять, где мы точно находимся и случайно не начать рисовать какую-то непонятную левую букву, мы видим серый блеклый фон буквы H на фоне, который нам подсказывает, где мы, собственно, находимся. Также, если вдруг этого недостаточно или этого здесь нету, ну, по какой-то причине, может быть, здесь уже какой-то есть объект, и фон у нас пропадает. Здесь снизу мы можем увидеть название ячейки, в которой мы работаем, а в верхней панели мы можем увидеть информацию об этой букве. Что за буква, в каком шрифте, какой у нее номер Unicode, описание здесь тоже есть. И можем увидеть, например, информацию по параметрам, размерам этой буквы. Но здесь пока ничего нету, потому что мы пока еще ничего и не нарисовали, собственно. Кратко рассмотрим интерфейс программы, в которой мы сейчас работаем. В левой части у нас находится панель Toolbar. Это панель инструментов, в которой находятся различные инструменты, с помощью которых можем редактировать контур, манипулировать элементами, что-то там изменять, стирать, добавлять и так далее. И в нижней части находится информационная панель, в которой можем отключать отображение различных элементов рабочей нашей области. Ну, например, там сетку можно отключить, какие-то элементы разметки и так далее. Все это можно здесь включать и отключать. Подробно разбирать эти инструменты я не буду, потому что я уже делал это несколько лет назад в своем первом видео по FontLab. Это был 7-й FontLab, но ничего страшного, инструменты почти те же самые, или, наверное, большинство из них вот точно такие же абсолютно. Поэтому посмотрите это видео, и у вас падут все вопросы сами собой. Это раз, а во-вторых, в ходе курса я буду периодически использовать разные инструменты и потихоньку, там, по мелочи про них тоже рассказывать. Поэтому в целом
посмотрев видео большое, часовое, вы очень сильно себе поможете, если вдруг вы не смотрели первый курс, если вы не смотрели это видео. Ну и потом просто мы с вами это все дело закрепим, и я думаю, результат у нас будет очень даже и неплохой. В верхней части находится панель Property Bar. Это такая динамичная штука, которая сама подстраивается под тот инструмент, с которым мы сейчас работаем. Например, инструмент Contour имеет Property Bar такого вида. Если я переключусь на инструмент текста, например, она поменяется, и вот такие нам доступны будут переключатели, различные какие-то кнопочки для работы над этим инструментом. Если я выберу какую-нибудь, например, линейку, то здесь нам доступны будут стикеры. Ну, в общем, вы поняли, она сама подстраивается под то, над чем мы сейчас работаем. В правой части у нас представлены стандартные панели, которые также нам помогают работать над шрифтом. Верхняя панель – это панель Fonts. В ней находятся открытые на текущий момент шрифты или проекты, над которыми мы работаем. Пока здесь только один. Дальше Layers and Master. Это панель, которая отвечает за то начертание, над которым мы сейчас работаем. На будущее запомните, слой в FontLab – это, грубо говоря, начертание, над которым мы сейчас работаем. Это не всегда так, но в большинстве случаев это так. Это мы еще отдельно потом обсудим, так что сейчас не заморачивайтесь. Вот. То есть, сразу скажу, что Layers в данном случае это не то же самое, что в Photoshop. Это не те слои, которые мы привыкли видеть, опять же, в Photoshop либо Illustrator. А вот панель Elements это как раз таки аналог панели слои в Photoshop. То есть все слои, которые у нас здесь представлены в этой панели, они называются элементы и ведут себя так же, как слои в Photoshop. То есть немножко может быть путаница, это тоже мы разберем, ничего страшного. В общем, здесь представлены все элементы, которые участвуют в отображении, в создании буквы, над которой мы сейчас работаем. И нижняя панель – это панель Transform. Тут все достаточно очевидно, мы можем как-то редактировать наши элементы, наши объекты, контуры, поворачивать их, зеркалить и так далее и тому подобное. Другие панели FontLab мы разберем чуть позже. Сейчас пока этого не нужно, поэтому ограничимся тем, что у нас есть. Но отдельно стоит упомянуть инструменты FontLab, которые мы уже с вами посмотрели, но точнее их подменю. Если мы, например, выберем Contour Tool и 2 раза кликнем по нему, то появится подменю конкретно этого инструмента, в котором мы можем изменить поведение инструмента Contour. То есть он не просто будет двигать какие-то узлы, а будет делать это исходя из каких-то правил. Обычно это делалось в предыдущей версии, например, в 7, с помощью функциональных клавиш Ctrl, Shift и Alt. Мы их зажимали, и сейчас, в принципе, можем зажимать, я обычно этим пользуюсь. Но иногда бывает, что это не очень удобно, мы можем принудительно включить конкретный режим. Например, режим Nudge, если мы его включим, он у нас будет по умолчанию работать, даже если мы не зажали никакую функциональную клавишу. А посмотреть, какую именно нажать, можно по вот такой подсказочке на каждом инструменте. Иногда это удобно, если вдруг вы забыли, а что там, собственно, можно нажать, чтобы его временно активировать. А такой режим его включает на постоянной основе, пока вы его, соответственно, не выключите. Итак, нарисуем букву H. Для того, чтобы нам ее нарисовать, нам нужно выбрать инструмент прямоугольник. Выбирая его, тут у нас появляется подменю, оно нам сейчас не нужно, поэтому я его закрою. Мы видим, что буква H состоит у нас из 3 прямоугольников. 2 вертикальных, 1 горизонтальный. Выбираем верхнюю точку, проводим по полю и делаем вот такую вертикаль. Я отпускаю клавишу мыши, и фоновая буква H у нас пропала. Как я вам и говорил, буква пропадает в том случае, если здесь есть какой-то объект. Я примерно помню, как это располагается, поэтому сделаю вот так и вот так. В целом нормально. Меня устраивает. Это пока предварительный такой вот набросок, над которым мы дальше будем работать. Справа в панели Layers and Master мы видим черный силуэт нашей буквы, которую мы сейчас только что нарисовали. А еще здесь написано, что этот слой называется Regular, то есть обычный. Рисуем мы с вами начертание жирное, то есть Bold. Страшного в этом ничего нет, это просто стандартное название, мы с вами его поменяем, когда дойдем до настроек информации о шрифте, поэтому пока не обращаем на это внимания. А еще если мы с вами выберем любой инструмент, и посмотрим на контур нашей буквы, которую мы сейчас видим в виде узлов и линий между ними, нажмем пробел, то мы увидим букву, которую мы с вами нарисовали вот в ее настоящем исполнении. Именно так она будет выглядеть в шрифте. Опустили пробел, увидели контур, которым можем редактировать. Нажали пробел, увидели его предпросмотр. Предпросмотр этой буквы. Важно не путать панель Layers and Master с слоями, которые у нас есть, например, в Photoshop и Illustrator. Потому что за вот эти все функции, как в Photoshop, отвечает панель Elements. Именно на ней находятся все наши так называемые слои, которые в FontLab называются элементами, со своей иерархией. Их можно
перемещать по вертикали, можно задавать им прозрачность, можно переключать их там, в режим видимости, невидимости, обводку, применять свет и так далее. Вот все то же самое, что мы можем сделать в панели слои в Photoshop, мы это делаем в панели Elements. То есть это те элементы, из которых состоит наша буква. Ближайший аналог слоя в панели Layers and Masters FontLab это так называемые Artboard или монтажная область в Photoshop или Illustrator. То есть внутри одного проекта в Photoshop может быть две независимые друг от друга картинки, которые разделяются на два разных артборда, внутри каждого из которых есть конкретное наполнение, какие-то рисунки, шрифты, какие-то картинки, векторные объекты и так далее. И они друг с другом никак не взаимосвязаны. Это отдельные артборды. Так и здесь. В панели Elements представлено содержимое этих артбордов, а в панели Layers and Masters можно выбирать непосредственно между ними. То есть панель Layers and Masters с слоем Regular, то есть обычный, содержит в себе буквы легкого начертания, ну или обычного. Если там еще есть слой Bold, то это так называемый второй артборд, в котором содержится все то же самое, только относится к жирному начертанию. То есть, грубо говоря, в панели Layers and Masters мы выбираем тот слой, тот артборд, в котором мы работаем, а в панели Elements показывается его содержание. Если вы разберетесь в этом, то в целом все будет окей. Пока по умолчанию у нас один артборд, так называемый обычный Regular, и мы видим содержание этого слоя в панели Elements. Немножко сложно, но в будущем, я думаю, вы разберетесь с этим. При этом в вариативном шрифте, где у нас есть несколько начертаний, например, легкое, среднее, жирное, супержирное, там какое-нибудь между ними обычное, ну, в общем, несколько различных слоев, именно начертаний, нам не обязательно на каждое из этих начертаний создавать отдельный слой, или он же артборд, как в Photoshop, и рисовать каждую насыщенность каждой буквы. За счет того, что в FontLab и вообще в шрифте вариативном есть интерполяция между крайними значениями, тонкого, например, и жирного, нам достаточно создать всего лишь 2 либо 3 начертания крайних. Крайне супер легкое, супер тонкое, крайне супер жирное, самое такое насыщенное, и где-нибудь посередине обычное, чтобы немножко сбалансировать переход между вот этим жирным и легким, то есть чтобы все было аккуратненько и красиво. Вот, соответственно, если в шрифте в нашем 10 различных начертаний, мы можем нарисовать только 3 из них, а все остальное автоматически будет сгенерировано при экспорте этого шрифта из FontLab. Поэтому вариативность — это очень удобно, это очень быстро и практично, если вы рисуете какие-нибудь большие семейства. Если нажать на 3 точки в панели Elements, у нас откроются дополнительные свойства конкретного элемента. То есть я выберу элемент H, который состоит из нескольких прямоугольников контурных элементов. На вот эти 3 точки у нас появится дополнительное меню. Места у нас здесь маловато, поэтому вот эту панель Fonts я скрою, потому что у нас все равно один шрифт только представлен. Вот это можно тоже сдвинуть, а вот это можно раздвинуть. Таким образом, чтобы появилось больше места. Вот это у нас свойство, которое позволяет нам как-то деформировать, изменять этот элемент. Ну, допустим, я могу вот так вот его растянуть, увеличить или еще что-нибудь с этим сделать. Вот. А если мы нажмем вот сюда, у нас появится еще больше элементов. Мы теперь его можем раскрасить, можем добавить сюда там прозрачность или какие-то другие штуки. То есть вот это вот все, оно будет влиять на то, как будет экспортироваться наш шрифт. Такого рода настройка у нас есть еще и в панели Layers and Masters. Это уже, когда мы будем с вами работать над вариативным шрифтом, мы это тоже с вами будем использовать. Пока нам, в принципе, этого достаточно. Я вот это сверну сейчас и можем двигаться дальше. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.